Ух ты! Вот это парень клюнул. Есть клин, я же говорил, друзья. Ой, какой хороший. Так, подсак сюда, мешок туда. Солнышко уже поднимается, пора рыбачить, друзья. Друзья, всем привет! Я сегодня без прелюдий сижу в лодке, выплыл на водоем. Рыбачить сегодня буду, кстати, не как обычно на озерах или ставках, а на реке. Река сама по себе небольшая, глубина где-то 1,5 метра, со всех сторон заросшая камышом, вся в корягах. А дальше там у меня за спиной эта река впадает в небольшой водоем. Но я на самом водоеме не хочу рыбачить, а решил порыбачить именно на реке. Поискать здесь рыбку. Течение здесь слабенькое, практически не чувствуется. Пока выплывал, видел красноперку, точно есть. Также видел ройки, либо линь, либо карп, не знаю. Я сразу приготовил 2 удочки. Это у меня Феникс, удочка для трофейной рыбы, и Cold Dragon. За все эти удочки я рассказывал в предыдущих видео, не буду повторяться. Стоит шнур 0,35, курковая катушка и мормышки на одной. У меня мормышка 2 номера, удочки на Фениксе. На Cold Dragon я поставил мормышку 3 номера, гамакацу. Надеюсь поймать линя. Наживку буду использовать разную. На Фениксе у меня кукуруза, на Cold Dragon будет опарыш. Буду видеть небольшие ройки, буду опускать опарыша, пучок. Если буду видеть огромные, прям такие большие ройки, то буду опускать наживку кукурузу. Закармливать рыбку не буду, я буду рыбачить чисто по ройкам. Вот там начинается река, но она не начинается, она там и дальше есть. Начало ее очень далеко, но уже в ту сторону не проплывешь. Там и закоряжена, и она сужается сама по себе. А я вот поплыву, гуляет красноперка. А я вот поплыву в ту сторону, она извивается, где-то метров, наверное, 200 расстояние до того, как она впадает в водоем. Вот на этом промежутке я и поищу рыбку. Русло идет посредине водоема. С 2 сторон идет отмель, где-то сантиметров 60-70, но посредине может 1,5 метра максимум. Ну а теперь поплывем, поищем ройки, может повезет сегодня поймать хорошего линя или трофейного карпа. Ох, ройки какие! Какие ройки! Дальше перешел. Офигеть. Вы видели? Кабанчик какой выпрыгнул. Красавчик.
Глубина около метра. Выпрыгнул, всю рыбу распугал мне. Но он сейчас начнет тут где-то кормиться недалеко от того места, где он прыгает. Постоим, подождем. Не успел выплыть, и уже такие кабанчики начинают рыться. О, появилась ройка. Вижу, вижу, вижу. Я тебя вижу, друг. Главное не спугнуть. Глубина совсем маленькая. Он все прекрасно видит и слышит. Вон ройка какая впереди. Большая. Так. И пока не клюет. Она перешел в другое место. Ройку увидел. Ройка небольшая. Сейчас мы попробуем его. Опа, была поклевка, друзья. Ёлки-палки. Не подсек. Ух ты! Вот это парень клюнул. Есть. Есть, карпуша. Сейчас мы тебя в подсак, дорогой. Давай, давай сюда, дорогенький. Ой, красавчик. Фух. Ой, кабаняра. О. Вот так. Клюнул на парика. На парыша. Ай, какой красавчик. Вот и ройки такие с белой пеной и дорожкой, ну, похожи на леневые. Я думаю, внешний вид ройки зависит также не от того, какая рыба там еще роется, а еще от того, какое дно. Илистая, глинистая или там песка больше. Надеялся, что это линь, а получилось, что это карп. Тут я все распугал, глубина небольшая была, около метра. Проплывусь теперь туда в начало реки. И оттуда потихонечку буду спускаться и дальше искать роечки. Решил одевать опарыша немного. 5-6 штук. А из-за того одеваю немного опарыша. Надеюсь на поклевку линя еще. Вот. Это, ребята, наверное, линь роется. Вот такая маленькая ройка. Сейчас проверим. Глубина, наверное, сантиметров 30. А ну-ка, друг. Небольшой линь, 100%.
Ну и теперь идет ко мне. Идет ко мне. Есть. Я же говорю, что это линь. Это линь. Только опустил, сразу поклевка. Догнал все-таки его. И смотрите, какой малыш. Что ж ты? Расти давай. Много кто в комментариях просят показать, как я подплываю к ройке, и у меня получается держать лодку на одном месте. Сейчас примерно вам покажу. Ну, на одном месте лодка, естественно, у меня не стоит как вкопанная. Она смещается по чуть-чуть, то в одну сторону, то в другую. Но для того, чтобы держать наживку в ройке примерно секунд 20, этого вполне хватает. Тихонечко подплываете. Лодку притормаживаете и опускаете наживку в ройку. Как видите, лодка у меня тоже перемещается по чуть-чуть, плывет либо в сторону, либо может плыть вперед или назад. Но этого вполне достаточно. Если же появляется ветер, то, конечно, там уже труднее. Там приходится чаще работать веслами, выравнивать лодку, отплывать от ройки, потом по новой опять подплывать и снова опускать наживку в эту же ройку. Ну, как-то вот так. О, а вот здесь, друзья, водоем расширяется. И на поверхности воды я вижу намного больше пузырьков, чем там в начале. Здесь стоит задержаться и понаблюдать. Наличие пузырьков на воде, множество пузырьков, говорит о том, что здесь когда-то рылась рыба и искала себе корм на дне. Ой, какая ройка только. Какая ройка под корчами, под этими. Есть, друзья. Ух ты, куда? О, есть еще один. Да, Cold Dragon, это вам не осень. Опять клюнул на опарыша. Красавчик. Ну, дыши теперь. Зацепился без вариантов за верхнюю губу. Так, где наша подсака? Сейчас от корча чуть-чуть отловим. Опа, есть, красавчик. Так, вот такой же, килограммчика 3. Отцепился сам. Так, сейчас я вам покажу этого злодея. О. Вот он, красавелла. Что, обманул тебя Ромка, да?
Красавчик. Попадаются пока небольшие. 3-4 килограмма. Караповичи. Но есть здесь и крупная рыба. Я видел пару огромных роек, но не удалось мне подкрасться. Сейчас положу карпа в мешок и продолжим дальше охоту. Рыбачу пока на пучок опарыша. Ой, какая ройка рядом совсем. Ну это линь 100%. Это линь. А может и карп. Может и карпуша. Посмотрим. Роется, роется. Клевать не хочет. Кто ж ты такой? Постоянно перебегает. И на опарыша клевать не хочет. Есть линь, я же говорил, друзья. Ой, какой хороший. Какой хороший линяра. Да, карпа сегодня легче уговорить, чем линя. Давай, друг. Ой-ой-ой, какой сильный. А подожди ты. О. Ну такой. Килошка. Вот это линяра. Ай, какие черные плавники. А, такой красавец. Нет, ну не килошка. Грамм 700 точно есть. Опарыша еще не успел доесть даже. Красавчик. Хороший линь. Я поначалу, конечно, сомневался, что это линевая ройка, но оказалось, это точно линь. Не знаю, хорошо вам было или нет, видно эту ройку. Круглая, много пены, пенится сама ройка. Это значит линь. У карпа пузырьки появляются, воздуха крупные и все. Ну, либо такая бурлящая, похоже, как когда в чайнике вода кипит. Вот это 100% карп. Ух ты! Ух ты! Завел за корч. Завел за корч парень. Угу. Все, вышел. Ничего себе, под самым берегом клюнул. Ух ты, какой. Да ну. Все. Сдался гад такой. Сдался. Я думал, его уже потеряю. Тут корч повел. Хороший, хороший. Есть. Так. Опа. Опять на опарыша. Опарыш
здесь работает хорошо. На этом водоемчике. Вот какая торпеда. Что, хотел от меня удрать, в коряге пошел. Ага. У меня шнур, я не боюсь. Ох, и жара страшная, друзья. Даже у экшн-камеры изображение поплыло. Когда вот это карпика доставал только что. Стал пересматривать, смотрю, оно все расплывчасто. Камера горячая, выключается. 34 градуса. Это вам не шутки. Даже техника не выдерживает. Так что извините, ребята, за качество. Я тут не виноват. Все дело в этой жаре, блин. Наверное, минут 20 отдохну, попью чая. Пускай камера немножко остынет. И потом уже продолжу дальше рыбалку. Ройка одет почти под кустом. Поклевка была. Была поклевка, ё-моё. Прозевал. Называется. Заплыл снова в тенек, друзья. Даже в теньке жарко. В теньке жарко. Роек все меньше. Рыба тоже, я так понимаю, вся начинает прятаться. Или поглубже, или забивается в камыши, в коряги. Подальше от солнца. Ройки есть, попадаются, но редко-редко. Но на солнце выплывать вообще даже не хочется. Сейчас этого карпика взвесим. Так, килограммы. Опа. Ну там минус пакет. Сколько там пакет весит? 4 килограмма будем считать. И остальные карпы или сазаны, как вам угодно. Примерно такого же веса. Пробовал я сегодня также рыбачить и на кукурузу. На кукурузу не было ни одной поклевки, только опарыш. Почему так, не знаю. На горох не пробовал, я его даже и не брал. Рыбачил я сегодня на речке небольшой. Рыбку мне удалось найти. Ставьте, ребята, обязательно лайки. Подписывайтесь на канал, не забывайте, кто не подписан. Нажимайте обязательно колокольчик. Пишите комментарии. Делайте репосты видео. Всем пока.